Всем привет, меня зовут Нина Заславская. В этом выпуске вы узнаете, как открыть студию с нуля, с чего начать, какое налогообложение выбрать, сколько сотрудников требуется для успешного существования студии и многое другое. Информацией с вами будет делиться управляющая моей сетью студии Permanent Expert Анна. И, кстати, у меня есть телеграм-канал, где я делюсь уже другими обучающими материалами, которые не повторяются ни в Инстаграме, ни на Ютубе. Поэтому милости просим, подписывайтесь, и совсем скоро я планирую туда выложить гайд по волосковым бровям. Ну а сейчас я удаляюсь, а вам желаю приятного просмотра. Итак, первый вопрос. Как открыть свою студию? Всем привет! Перед тем, как открыть студию, мы обязательно должны промониторить территорию, где мы будем открываться. Мы должны понять, какая численность населения, какая платежеспособность населения, где у нас будет находиться студия. Это должна быть очень удобная локация для наших будущих клиентов. Мы должны промониторить конкурентов, которые работают в этом городе и на ближайшей территории. Из всего этого мы уже сможем составить примерный бизнес-план, прописать прайс, который будет у будущих мастеров, и выбрать сегмент студии. Будет ли это премиум-класса, либо это что-то будет более среднее. Какие нюансы при открытии студии? На самом деле нюансов очень много, и мы разберем сейчас основной нюанс – это подбор помещения. Как мы выбираем помещение, на что мы обращаем внимание? Конечно же, в первую очередь, это удобная локация для клиентов, это хорошая входная группа, это обязательно должен быть первый этаж, чтобы им было удобно находить нашу студию. Мы выбираем помещение как минимум 80 квадратов, потому что у нас обычно работает 5 мастеров. В первую очередь, на что мы обращаем внимание, это на электропроводку, на трубы, на канализацию и так далее. Мы выбираем студию с минимальными вложениями, как правило, эти вложения идут на косметический ремонт, а также мы обращаем внимание на внешний фасад здания и на ближайшую территорию. Она должна быть ухоженная и убранная. Итак, третий вопрос. Какую систему налогообложения лучше выбрать при открытии студии? Все мы знаем, что у нас в России вы можете выбрать два правовых статуса. Это либо ИП, либо ООО. Но перед тем, как это сделать, вам нужно понять, на какой системе налогообложения вы будете работать. На сегодняшний день все наши студии работают по патентной системе налогообложения. Патент позволяет зафиксировать определенную сумму налога на год. Патент приобретается ежегодно. Эта сумма составляет 6% от максимального дохода. Сумму устанавливает каждый регион индивидуально. Но есть определенные нюансы. Оборот вашей организации должен быть не больше 60 миллионов, а в штате должно быть не более 15 человек. Ненадолго прерву ваш просмотр. Хочу сообщить, что совсем скоро я проведу бесплатный вебинар по волосковой аппаратной технике и также презентую и открою продажи своего онлайн-курса Vogue Brows с очень приятными скидками. Подробности в моем телеграм-канале. Подписывайтесь и следите за новостями. Все ссылочки продублирую в описании. А я удаляюсь. Четвертый вопрос. Какие сотрудники должны быть в штате? Наверное, начнем с мастеров. В среднем в штате должно быть как минимум 5 мастеров, чтобы студия была рентабельной, 2 администратора и управляющие. Но управляющие в том случае, если у вас сеть студий. Потому что для одной студии это не совсем рентабельно. Поэтому мы делаем одного администратора старшим администратором, который будет вашей правой рукой, грубо говоря, левой ногой, будет вам постоянно помогать, будет контролировать полностью работу студии. И, конечно же, без маркетинга студия существовать не сможет, и в штате у нас обязательно должен быть маркетолог. Опять же, повторюсь, если у вас сеть студий, это будет в штате будет маркетолог, который будет только работать у вас. Если это одна студия, это будет маркетолог на удаленке, который может параллельно настраивать и таргетированную рекламу, и рекламу в других соцсетях. Плюс у вас обязательно должен быть контент-менеджер, который будет полностью составлять контент-план, отправлять фотографии ретушеру, контролировать полностью ленту в соцсетях. Пятый вопрос – выбор поставщиков. Перед открытием студии нам нужно обязательно выбрать поставщиков, с кем нам будет комфортно работать, протестить их расходные материалы, их оборудование. И еще я очень рекомендую стать партнером какого-нибудь производителя. Это очень выгодно. Во-первых, вы будете получать материалы по ценам ниже рыночных, плюс вы еще сможете представлять расходные материалы в своем городе и дополнительно зарабатывать с этого. Шестой вопрос – окупаемость студии. Давайте я приведу пример из студий, которые у нас недавно открылись. Это город Ульяновск, город полмиллионник, где у нас работает 5 мастеров. Студия окупила себя за 6 месяцев работы, но из моего опыта работы я могу сделать выводы, что в среднем студия окупается максимум за год. Седьмой вопрос. Где найти сотрудников? Слава богу, мы с этим сталкиваемся очень редко, потому что у нас текучка кадров очень маленькая. Это происходит только по каким-то резким причинам. Либо человек переезжает в город, где у нас нет студии, либо уходит в декретный отпуск, либо мы расширяем штат.
Мы выбираем абсолютно доступный источник, где максимальное количество резюме, это, конечно же, HeadHunter. Размещаем вакансию, отбираем сотрудников и высылаем их задания. В течение недели они выполняют сначала практическое задание, после этого задания мы проводим собеседование по видеосвязи, и следующее собеседование у нас уже проходит очно, где мы даем уже практическое задание на латексе. Таким образом, мы можем максимально подобрать нужного нам человека и посмотреть, насколько он готов к работе и хочет работать в перманенте. 8-й вопрос. Как избежать текучку кадров? Ну, наверное, начнем с того, что у каждого человека абсолютно разные мотивации, и на этапах собеседования мы задаем интересующие нас вопросы. Из-за этого мы уже можем примерно составить характеристику человека и каким образом нам будет комфортно с ним работать. В нашей компании мы максимально создаем командный дух, и где нужен человек, мы его поддерживаем, поощряем, где, если мы понимаем, что человек чуть-чуть халтурит, соответственно, мы уже используем чуть-чуть другие рычаги давления на него. Это, конечно же, не какие-то радикальные меры. В первую очередь, мы всегда начинаем с разговора и понимаем истинную причину каких-то его действий. Если подытожить все вышесказанное, хочу вам дать очень дельный совет, который сама практикую. Никогда не берите друзей на работу, потому что практика показывает, что это не приводит к нужному результату. Человек просто не соблюдает субординацию, и мы в итоге прощаемся, и у нас нет ни сотрудника, ни друга. 9-й вопрос. Как не допустить обмана со стороны сотрудников? На самом деле мы не просто так уделяем очень много внимания в этом ролике именно сотрудникам, потому что это неотъемлемая часть нашей работы, и от них зависит наш заработок. Кстати, здесь мы можем применить пословицу «доверяй, но проверяй». Все наши сотрудники тщательно контролируются, как происходит контроль. В первую очередь это контроль администраторов. На ежедневной основе бухгалтер проверяет все движения средств, которые проходят по студиям, сверяет с базой данных. Также мы дополнительно используем колл-центр, который обзванивает клиентов, которые были у нас в предыдущий день, чтобы у нас максимально была информация со всех источников. У нас мастера не имеют доступ к базе данных клиентов, они не имеют права записывать номера телефонов клиентов, потому что вся запись у нас ведется через администраторов, и мы тщательно это контролируем. Контроль у нас происходит таким образом, что мы просматриваем видеокамеры и периодически даже используем такую функцию, как прослушивание, потому что без этого никак. Почему мы это делаем? Мы хотим минимализировать неприятных моментов в процессе работы, потому что у нас были этапы, когда мы сталкивались, у нас было 2 уголовных дела на администратора, и были моменты, когда нас пытались обманывать мастера, поэтому как только мы внедрили все эти процессы, уже вот 3-й год мы не сталкиваемся с такими случаями. Поэтому я вам настоятельно рекомендую перед тем, как открыть студию, перед тем, как запустить работу мастеров, продумать и обязательно автоматизировать этот процесс. И у нас последний вопрос. Как не бояться выйти из зоны комфорта? Могу сказать однозначно, что на самом деле выход из зоны комфорта всегда сложно и страшно. Поэтому перед тем, как открыть студию, рекомендую автоматизировать весь процесс, прописать бизнес-план, определенную структуру, по которому вы будете идти. Поэтому выход из зоны комфорта для вас пройдет незаметно, и вы не заметите, как вы откроете свою студию, которая будет приносить вам прибыль.